Неаполь, пожалуй, один из самых колоритных и неоднозначных городов на планете. Здесь королевские дворцы мирно соседствуют с шумными испанскими кварталами. Здесь роскошные виллы скрывают под собой таинственные подземелья. Неаполь похож на большой улей – шумный, атмосферный и разноцветный. В нем перемешалось множество национальностей, языков и обычаев. Такой культурный винегрет, как магнит, манит к себе туристов. А потому сегодня и мы будем с ним знакомиться. Причем в городе я уже не первый раз, и как следствие успела хорошенько изведать его главные секреты. Я изучала Неаполь пешком, на транспорте, с воздуха и даже с моря. Поэтому уверена, что видео покажется вам полезным и интересным. А в городе нас будет встречать 10 дворцов, 4 замка, 1000 церквей, множество музеев, прекрасная набережная и самое настоящее подземное царство. Дамс. Без 100 грамм в этом бардаке разобраться будет не так-то и просто. В общем, чтобы хоть немного упростить осмотр города, этот процесс мы, как обычно, чуточку структурируем. Начнем с того, что я познакомлю вас с городом, расскажу, как сюда оптимальнее добраться и в каких районах лучше подобрать жилье. Далее мы перейдем к основной части видео, где я отобрала для вас 10 самых интересных и атмосферных достопримечательностей Неаполя. Ну а напоследок я приберегла для вас главную изюминку региона – знакомство с действующим вулканом. И поверьте, это будет очень близкое знакомство. Но прежде чем мы дойдем до этой горячей части видео, традиционная справка о городе. Неаполь – один из крупнейших городов Италии, третий по величине после Рима и Милана. А еще это столица области Кампания и самый крупный город на юге страны. 1 миллион человек проживает в самом городе и еще около 2 в его окрестностях. Фактически полноценный среднеразмерный мегаполис. Но это все сейчас. А вот всего 3 века тому Неаполь был не просто большим итальянским городом. Это был второй по размерам город Европы, уступая пальму первенства лишь Парижу. За свой немалый век от момента основания греками в 800 году до нашей эры город сменил не одного покровителя. Французы, испанцы, австрийцы, а еще раньше греки и римляне. Каждый вносил в облик города что-то свое, благодаря чему сейчас эта культурная солянка так дивно смотрится на фоне остальных именитых итальянских городов. Расположился Неаполь на живописном побережье северной бухты Неаполитанского залива на пересечении нескольких крупных торговых маршрутов, что в свою очередь обеспечивает туристов обилием разнообразных маршрутов, как добраться до города. Гости добираются до города поездом, самолетом, ну или вот даже как я, на морском виде транспорта. Какой бы маршрут вы ни выбрали, в Неаполе такое путешествие покажется вам комфортным, так как все транспортные узлы находятся непосредственно в черте города. От аэропорта до центра города, где расположен ЖД-вокзал, всего 4 километра. Преодолеть такое расстояние можно даже пешком. Поэтому про автобусы и другой общественный транспорт рассказывать я не стану. Если же собрались ехать на такси, то мои рекомендации тут будут аналогичны Риму.
Заказ лучше делать онлайн, для чего на смартфон предварительно необходимо установить приложение Taxi Free Now. Правда, для тех, кто прибывает в Неаполь самолетом, есть и альтернативная опция – аренда авто, так как именно в окрестностях аэропорта сконцентрировано максимальное количество прокатных компаний. Но и тут есть один нюансик. Я уже приобрела опыт такой аренды, и кейс, я хочу вам сказать, вышел так себе. Уже на второй день вождения я попала в ДТП. Но самое веселое в этой истории не факт происшествия, а мои действия, которые меня к этому привели. Я просто остановилась на красный свет светофора на пешеходном переходе. И тут же в меня влетела сзади какая-то местная помятая тарантайка, из которой, маша руками и крича, выскочил неаполитанец. Хорошенько меня обругав, виновник прыгнул в свое авто и скрылся в неизвестном направлении. Вся проблема в том, что в Неаполе правила дорожного движения работают несколько иначе, чем у нас. Здесь царит свое особое неаполитанское дорожное движение. Как бы вам получше объяснить, что это такое? Давайте лучше спросим у эксперта. Виктория, что вы думаете о неаполитанском дорожном движении? Я просто в шоке. Здесь нет движения вообще. А как мы туда доехали? Я не знаю. Волшебство. Кстати, я забыла вас представить. Вот этот мягкий баритон за кадром – это Дима. Но про него я вам расскажу несколько позже. А пока вернемся к обсуждению. Движение есть, здесь свое неаполитанское движение. Вот именно, я говорю, И это намного круче, чем у нас, потому что все настолько позитивно, дружелюбно, аварий как бы нет. У нас как бы и морды бьют, и аварий больше. Это правило есть. Правило это ерунда. В общем, классические правила дорожного движения в Неаполе просто не работают. Останавливаться на красный и пропускать пешеходов – все это не про Неаполь. Опа! Пешеходный переход по-неаполитански. Здесь все едут в первую очередь, как им удобно, а уж потом изредка посматривают на знаки. Поэтому, если надумаете брать в аренду авто, то обязательно только с полной страховкой. И желательно на ту банковскую карту, которую не жалко будет закрыть сразу по окончанию поездки. Но если же вы все-таки решили арендовать машину, то вам стоит учесть еще один момент. А еще Неаполь – это город панд, но не тех, о которых вы могли подумать. Если вы приехали в Неаполь и хотите арендовать автомобиль, то знайте, лучше панды нет решения. У панды нет парктроников, но это не беда. Примерно в таком виде вы возьмете автомобиль из прокатной службы. Да. Вообще, Fiat Panda в Неаполе – это топчик. Поверьте, я не первый раз в Неаполе, я знаю, что говорю. В общем, комплектация и состояние арендованного авто вообще не имеют никакого значения. Зачем вам датчики и продвинутые функции на этих улицах? Вот, к примеру, обратите внимание, как по Неаполю ездят местные. Какой смысл раскладывать зеркала, если тебе все равно снесут их на ближайшем же повороте? А камера и парктроники вам зачем? Они же будут просто без остановки пищать. У нас очень классно оборудовано. Есть говорящая камера. Что там у нас? Камера. Хватит. Ну уже все, приехали. Я передний парктроник. Назад. Ну или вот пример, как неаполитанцы паркуются. Нормально? Вас ничего не смущает? Сможете так же? Хотите еще доводов? Пожалуйста. Вот вам классическая неаполитанская дорога, на которую вас наверняка загонит услужливый навигатор. Вы уже представили, как вы тут будете разворачиваться на каком-нибудь пассате? Если я вас еще не окончательно отпугнула от идеи аренды машины, то давайте сразу обговорим, где она вам в этом путешествии может пригодиться. Главная причина арендовать авто – это отправиться на осмотр легендарного неаполитанского побережья. Здесь вам и восхитительные Амальфи, и незабываемый Позитано, и превосходные горные серпантины. Все, что вам надо знать про Риму. И серпантин в горах. Эй, если жива, дай признак.
Все здешнее побережье представлено множеством очень красивых и атмосферных городков с милыми цветными домиками, уютными заведениями и необычайными пляжами, усыпанными черным вулканическим песком. Для их осмотра вам как раз и понадобится авто. Если созрели на аренду, то посоветую сразу подумать и над вопросом парковки. Нехватка парковочных мест и высокие штрафы в Неаполе – это проблема. Хорошо, хоть оплатить можно онлайн. Качаем программку EasyPark, вбиваем карту, номер машины и дело в шляпе. К тому же, помимо Неаполя, программа работает и в других городах Италии. Удобно. Ну, а в случае, если подобная поездка во время вашего путешествия не предусмотрена, то лучше сразу оставьте идею с арендой машины. А чтобы вам было легче перемещаться по городу на своих двух, я по традиции подготовил для вас неплохой пешеходный маршрут, который позволит посетить обещанные топ-10 достопримечательностей Неаполя. Ну и, конечно же, в процессе нам будут встречаться множество других красивых мест. В одни мы заглянем мимолетом, а в другие заберемся на полноценные экскурсии. Но прежде чем мы отправимся в путешествие, у нас осталась еще одна задачка – найти жилье. Цены в Неаполе не заоблачные, это вам не столица. Хорошие апартаменты можно найти по цене от 80 евро. Если же пожелаете жить в самом центре, то цены на такое жилье начнутся уже от 100 евро за сутки. Обычно я рекомендую выбрать жилье в районе ЖД вокзала, но сегодня не тот случай. В Неаполе окрестности вокзала нельзя назвать элитарным районом. На улице полно не внушающих доверия мигрантов, магазины наполнены контрабандным товаром с непонятным сроком годности, а раскладки пестрят поддельными изделиями. Мультибренд. Поэтому давайте лучше перейдем к следующему району. А сразу за вокзалом начинается самый завидный актив Неаполя – исторический центр города. Это район с максимальной концентрацией достопримечательностей, поэтому, если не желаете много бродить, центр – ваш выбор. За центром нас встречают Королевский Неаполь и испанские кварталы. Первый я бы порекомендовала, если у вас по венам течет голубая кровь. А про второй я, пожалуй, детальнее расскажу в процессе путешествия. Поверьте, вы сами все поймете. Ну и замыкают нашу коллекцию интересных районов кварталы Кья и Сан-Фердинандо. Это самые элитные районы города. Застройка здесь значительно свежее, чем в остальных кварталах, ну а близость к морю способна подарить вам красивый вид непосредственно из окон выбранных апартаментов. Вот и все. С районами познакомила, пора на прогулку. А начнем мы маршрут прямо от ЖД вокзала, который разместился в Неаполе на площади Гарибальди. Площадь большая, но скучноватая. Заведения в большинстве здесь сомнительные, а единственная значимая изюминка – это памятник тому самому Гарибальди. Джузеппе Гарибальди – национальный герой, полководец, писатель и идеолог итальянского освободительного движения. Фактически именно благодаря ему и сформировалась та страна Италия, по которой мы сегодня путешествуем. В наши дни имя революционера превратилось в символ свободы и единения, поэтому подобные памятники в Италии встречаются повсеместно. Ну а сразу за площадью наш путь ведет к любопытной триумфальной арке, ну или точнее старинным крепостным воротам. Судя по этим воротам, вы, наверное, уже догадались. В наши дни Неаполь предстает перед туристами в не самом опрятном виде. Часто достопримечательности выглядят несколько обшарпанными или же и вовсе закрыты на ремонт и запрятаны под толстым слоем строительных лесов. И вот такую картину можно наблюдать повсеместно. Легкая неряшливость, недоремонтированность и недосмотренность просматривается буквально во всех уголках города. Первое впечатление Неаполь оставляет не совсем положительное, но давайте дадим ему шанс. Кто знает, быть может, он еще успеет нас очаровать. В общем, что бы вы ни бузили, пожалуй, поищу для вас кадры ворот из былых поездок. Ну вот так Капуанские ворота выглядят уже куда более презентабельно. Когда-то они служили восточным входом в город и представляли из себя огромную триумфальную арку, вписанную между черными мощными брутальными башнями крепостной стены. Но время шло, и стены стали городу ненужными, а вот арку с башнями сохранили.
За воротами находится массивный Капуанский замок, в котором долгое время размещался суд. Но сегодня мы туда не пойдем. Замок да и замок. Знаете, сколько нам еще таких встретится по маршруту? Мы продолжим путешествие, пробираясь дальше вглубь старого города по улице Трибунале, пока не достигнем главной религиозной жемчужины региона – кафедрального собора Неаполя. Он же собор Святого Януария, покровителя города. Перед собором турист не встретит классической богатоукрашенной площади. Его светлый неоготический фасад открывается взору неожиданно посреди обычной невзрачной уличной застройки. Здание было построено в XIII веке на месте двух раннехристианских церквей. Собор очень красивый и поражает своим богатым убранством. Здесь хранится множество бесценных произведений искусства и также гробницы неаполитанских королей. Но я вас сюда притащила не только ради красивых икон и фресок, а чтобы познакомить с двумя его величайшими тайнами. В недрах строения скрывается самая главная реликвия Неаполя – сосуд, запекшийся кровью самого Януария, запечатанный еще 1700 лет назад. Как вы помните, Римская империя не очень долюбливала христианство. Иисуса Христа там казнила и все такое. В общем, досталось и его последователям, в частности, великомученику Януарию, который считается покровителем Неаполя. Внешне реликвия не очень примечательна, и мы вряд ли стали сейчас о ней говорить, если бы не один нюансик. 3 раза в год совершается настоящее чудо. Кровь в колбе разжижается, а иногда даже закипает. Можно было бы списать все на шарлатанство, только вот чудо происходит не где-то в священных застенках, а превселюдно на глазах всего города. И так происходит уже 1500 лет подряд. Впечатляет, не правда ли? Вот и неаполитанцы так подумали, а потому стали приписывать происходящему священное предзнаменование. Если чудо не случится, считается, что этот знак наступления больших бед для города. Подобные случаи фиксировались неоднократно. В 1527 году в Италию пришла чума. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1944 году извержение в Везувия. И это лишь пару из примеров. Хотите что-то посвежее? Пожалуйста. 16 декабря 2020 года. Вспомним старый добрый коронавирус. В общем, история помнит множество подтверждений исправности предсказаний данной реликвии. Правда, ученые не сильно солидарны с церковниками и уже пару раз в лабораторных условиях воспроизводили эффект разжижения камней с разными смесями кровоподобных субстанций. Но не будем занудами. Как по мне, то для туриста главное не докопаться до сути происходящего, а прочувствовать атмосферу события. Причем с последним у неаполитанцев все налажено. Каждый год 16 декабря после проведения обряда торжественные хода с мощами святого и волшебной реликвии отправляются в поход по городу. Проходит празднование шумно и атмосферно, с оркестрами и представлениями, уличной едой и всеми остальными обязательными атрибутами уличного праздника. Поэтому, если будете в Неаполе в декабре, не забудьте посетить это удивительное празднование. Ну а если вы прибыли в город в другие дни, то спешу рассказать вам про вторую диковинку собора. И вот она уж точно не оставит равнодушными никого. Сокровищница Святого Януария припряталась не в самом соборе, а в соседнем здании. Сокровища собирались несколько веков, как дань святому за спасение города, и это одна из самых дорогих коллекций в мире. За всю историю Неаполя, сколько бы раз он ни подвергался нападениям, никто ни разу не посмел разграбить священную коллекцию. Даже сам Наполеон, который любил экспроприировать все ценное, отказался от этой затеи и добавил в сокровищницу свой подарок. Тут хранится жуть как много всего ценного. Дня не хватит про все рассказать. Поэтому упомяну лишь о 2 главных предметах. Пожалуй, самым ценным экспонатом считается ожерелье Святого Януария, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 92 изумрудами и 276 рубинами. Вторым уникальным экспонатом является золотая митра, украшенная драгоценными камнями, 198 изумрудов,
168 рубинов и 3328 бриллиантов. Девочки, можете поднимать челюсть. Ну а пока вы окончательно не лишились чувств, предлагаю выйти из музея на улицу и пройтись по главной артерии Неаполя – улица Спаканаполи. Но не спешите открывать навигаторы, ведь эту улицу не найти ни на одной из карт. Но при этом ее вам легко покажет любой житель города. Все дело в том, что это неофициальное название. В реальности Спаканаполи – это целый ряд улочек, протекающих одна в другую. Если взглянуть на город свысока, то складывается впечатление, что это какой-то длинный туннель, словно прорезанный исполинским ножом на теле города. Отсюда и такое название. Спаканаполи в буквальном переводе означает «рассечение Неаполя». Причем, обратите внимание, насколько ровная и прямая эта улица. И это ведь мы говорим про город, построенный в гористой местности. Секрет в том, что улица не творение современности, ее воздвинули еще римляне. Закладывая поселение в те времена, думали не о распиле бюджета, а о будущем города на тысячи лет вперед. В месте основания поселения изначально формировалось несколько длинных и геометрически ровных магистралей. Улицы, идущие с юга на север, как та, по которой мы вышли из собора, назывались Кардо, а улицы, идущие с запада на восток – Докуманами. Поэтому Спаканаполи – это не просто красивая улица, а и старинный римский докуман Неаполя. Так, немного прошлись, теперь давайте вернемся назад на предыдущий докуман Трибунали. Причем столь хитрый крюк мы сделаем не просто так, а для того, чтобы вы взглянули на одну из атмосферных улочек, которая наряду с другими жемчужинами создает тот неуловимый шарм Неаполя. По сути, это даже не полноценная улица, а лишь небольшой переулок. Но зато какой! А на этой оживленной улочке в Неаполе можно легко приобрести любой сувенир на память. Их здесь тьма тьмущая. Сан-Григорио-Армено – это небольшая тесноватая пешеходная улица. Здесь круглый год царит своя особенная атмосфера Рождества и праздников. С обеих сторон вам будут встречаться ларьки с уникальным местным товаром – рождественскими вертепами, ну или, как называют их местные, презеппе. Причем маленькие керамические сценки здесь не только продают, но и изготавливают тут же на глазах у любопытных прохожих. Первые презеппы появились еще в XI веке. Изначально на них изображались исключительно религиозные сценки. Со временем презеппы понемногу преображались, расширяя спектр. В наши дни можно встретить керамические фигурки на любую тему. Тут вам найдется и Марадонна, и куклы политиков. В общем, буквально все, что душе угодно. Традиция презеппы популярна во всей стране, но именно Неаполь был ее родиной. Поэтому здесь они встречаются в каждом доме и являются обязательным атрибутом рождественских праздников. Неаполитанцы вообще очень большие любители традиций. Люди, которые более 2000 лет живут на вулкане, хочешь не хочешь, а станут верующими. Тут повсеместно верят в чудеса, знамения и проклятия. У горожан есть целый ряд особых суеверий, традиций и символов. И с некоторыми из них пришло время вас познакомить. Мишки. Вы же заметили, как часто нам на глаза попадались сувениры с перцами? А ведь это неспроста. По сути, это даже не перчик, а волшебный рог. Именно такую трансформацию прошел особый сорт острого красного перца, который растет только на склонах Везувия. На итальянском языке этот дивный амулет носит имя «Il corno portafortuna», что в переводе означает «рог, приносящий удачу». Правда, есть еще одна интерпретация. Мол, красный перчик – это стилизированный мужской стержень. Но, как по мне, то к душе ближе версия с рогом. Во многих ресторанах и барах им украшены стены, потолки и даже посуда. И это не просто декорации, а именно амулет для привлечения удачи. Согласно поверью, перец должен быть именно красного цвета, изготовлен вручную и быть подаренным, а не купленным. Особенно любят носить такие амулеты итальянские мужчины, которые верят, что он способен приумножать мужскую силу. Так что, если вас с путешествия дома дожидается представитель мужского пола,
то будет неплохой идеей привезти ему такой вот сувенирчик. Ну а пока мы с вами обсуждали перцы, я дотопала до еще одного неаполитанского героя. Эта странная мордашка на пьедестале именуется Пульчинелло. Ну и, конечно же, туристу полагается потереть ему нос для исполнения самых сокровенных желаний. Пульчинелло не был реальным человеком. Это выдуманный персонаж итальянской уличной комедии. Среди более чем 100 разных личностей неаполитанцам полюбился именно он. Веселый, простоватый слуга, симпатичный хохотун. Пульчинелло всегда находящийся в движении и не умел держать язык за зубами. Его добрый и позитивный образ прекрасно отражает характер и самих неаполитанцев. Судя по всему, как раз поэтому Пульчинелло и превратился в символ города. Но оставим на минутку веселье, ведь пройдя всего 200 метров по маршруту, мы прибудем в одно из самых таинственных мест города – Капеллу Сан-Северо. А за моей спиной находится музей в Неаполе, в котором находятся самые красивые скульптуры из мрамора. И, конечно же, туда стоит огромная очередь. В наши дни капелла стала музеем, но в 1590 году она возводилась совсем с иной целью. Это был родовой склеп могущественного и загадочного семейства Сан-Северо. Помимо архитектуры и уникальных фресок, капелла известна своими потрясающими мраморными скульптурами. В центре зала особенно бросается в глаза главная жемчужина коллекции – Христос под плащаницей. Лежащий Иисус накрыт тончайшей мраморной тканью. Производит настолько невозгладимое впечатление, что от скульптуры буквально невозможно оторвать взгляд. Выглядит эта плащаница невероятно реалистично. Поговаривают, что скульптор положил на фигуру Христа настоящую ткань, после чего с помощью некого алхимического процесса превратил ее в мрамор. В легенду я, конечно же, не верю, но история создания шедевра для меня остается все равно неразгаданной. Как и какими инструментами можно в принципе создать такую красоту? Ума не приложу. Также обратите внимание и на другие легенды коллекции. Например, статую целомудрия. Именно в таком образе князь Раймондо запечатлил свою мать, которая умерла вскоре после его родов. Никогда не зная женщины, подарившей ему жизнь, Раймондо представлял мать как воплощение совершенства и добродетели. Или вот, скажем, композиция «Избавление от чар». На самом деле это не рыбак, а хитрая аллегория, относящая нас к ошибках отца князя Раймондо де Сангро. Тот после смерти жены бросил сына, но впоследствии раскаялся. Этот поворот его жизни символизирует скульптура человека, разрывающего сеть грехов. В целом здесь еще много интересных объектов. Все я перечислять не стану. Давайте лучше спустимся в подземелье, где нас ждет еще один загадочный зал, где хранятся статуи 2 аниматроников. То есть 2 анатомических машин. И это одни из самых загадочных экспонатов капеллы. Даже сегодня не утихают споры о методах создания столь превосходной модели кровеносной системы. Согласно уличной легенде, князь де Сангро ввел 2 своим слугам некое металлизированное вещество, которое убило бедняк, превратив их сосуды в металл. Лишь в 2008 году ученым удалось опровергнуть эту теорию. Результаты исследования показали, что кровеносная система – творение искусных рук человека. Применяя воск и проволоку, мастеру как-то удалось воссоздать артериовенозную систему вплоть до самых тонких сосудов. Но вот вопрос, откуда в те времена, не имея рентгена, МРТ и другого современного оборудования, могли взяться столь точная и обширная карта сосудов, остается загадкой по сей день. В целом вся капелла сплошь окутана мистикой и тайнами. Благодаря странному образу жизни Раймондо де Сангро, 7-го князя Сан-Северо, одной из самых загадочных личностей XVIII века. Как вы уже успели понять, местечко достаточно интересное и популярное. Поэтому, если собрались в Неаполь, то лучше приобретайте билеты сюда заранее на сайте капеллы. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. Ну и как вам часовня в целом? Впечатляет?
Если да, то предлагаю отправиться еще в один музей, но сразу предупреждаю, слабонервным лучше закрыть глаза заранее. Национальный археологический музей Неаполя – один из наиболее уникальных музеев мира. В нем собраны поистине древние экспонаты, которые были извлечены при раскопках античных городов, уничтоженных извержением Везувия. Их сокровища тысячелетиями лежали нетронутыми, погребенные под толстым слоем вулканического пепла. Вряд ли возможно найти другой такой город на планете, который ни разу не был разграблен и дошел до наших дней в своем первозданном виде. Экспонаты здесь, конечно, красивые, но тратить много вашего времени на них мы не станем. Я же хочу рассказать вам о другой особенности музея – его тайной комнате. Она существует здесь с момента создания музея и веками скрывалась от взоров туристов. Но в 2000 году завеса секретности пала, и теперь… Тайная комната открыта. Написано кровью. О нет. О да, Гарри, она действительно теперь открыта. Но только для совершеннолетних туристов. Правда, в этот раз история комнаты обойдется без мистики. Для ее создания хватило небольшой коллекции эротики, щедро приправленной щепоткой античной пошлости. В общем, если ваша голова обильно забита всевозможными скрепами и традиционными ценностями, то, пожалуй, стоит пропустить этот раздел видео. Ну а всех остальных прошу вовнутрь. Древние римляне не придерживались пуританских взглядов, а Помпей и вовсе, по легенде, был наказан богами за развратный образ жизни. Поэтому наследие они оставили соответствующее. Как я уже говорила ранее, города достались археологам ровно в том виде, в котором их застало извержение. Со всеми строениями, увеселительными заведениями и, конечно же, богато оздобленными публичными домами. Только в одних Помпеях было найдено около 25 борделей, ну или на римский манер, изволите, лупанариев. И это на город с населением 8 тысяч жителей. Так, что это у нас выходит? Один бордель на каждых 300 жителей? Месье точно знали толк в развлечениях. В общем, все картины и статуи там найденные археологи, конечно, извлекли, но широким массам показать не рискнули. Времена были другие, могли и не понять. На кол в те годы сажали и за меньшее. Так секретный кабинет и простоял закрытым до начала 21 века. Но теперь экспозиция открыта и готова радовать своим немалым достоянием любознательных туристов. Здесь собрано десятки картин, фресок, статуэток и других хитрых приспособлений. Ну а негласным лидером коллекции считается вот этот улыбчивый козлик. Так, на этой познавательной ноте предлагаю завершить осмотр внушительных древнеримских достопримечательностей и отправиться дальше в путь к пешеходной площади Пьяцца дель Джезо Ново. А на площади найдется сразу 3 интересных туристу объекта. И первый – это вот этот обелиск непорочного зачатия, на вершине которого гордо красуется статуя Мадонны. Конечно, технически его бы более правильно назвать шпилем, но бог уж с ним, пусть будет обелиском. Куда интереснее не название, а его легенда, из-за которой иногда его называют обелиском смерти. Согласно молве, при определенном свете на закате или на рассвете внешний вид статуи Мадонны меняется, и взору открываются безжалостные глаза смерти. При движении вокруг статуи, немного подключив фантазию, конечно, можно лицезреть, как благодаря игре теней голова Мадонны становится похожей на мертвое потустороннее лицо. Многие историки и ученые даже брались подтвердить, что статуя действительно меняет свой облик. Некоторые видят в этом закодированное сообщение масонства. Другие же считают, что появление смерти – это прощальный подарок той самой семьи Сансеверино, в склепе которой мы недавно побывали. А за что Санисеверо хотели отомстить городу, мы можем узнать, взглянув на соседнюю достопримечательность –
церковь Джезунова. И даже беглого взгляда на этот храм достаточно, чтобы понять, что с ним что-то не так. Однотипный, устрашающий фасад из черного граненого камня уж никак не вяжется с привычными, богато украшенными церквями. Все дело в том, что на самом деле это не церковь, а дворец. Ну или точнее, раньше это был дворец Сан-Севера. В XVI веке Роберто Сан-Северино поддержал народное восстание против испанского короля Толедо. К сожалению, восстание не увенчалось успехом, и известная семья была предана гонению, а все их имущество продано с молотка, в том числе и этот дворец. Окруженные зелеными садами здания приобрели иезуиты, которые впоследствии переделали его в религиозный храм. Переделки коснулись почти всего строения, но вот фасад даже они изменять не рискнули, и тому есть объяснение. Данный стиль оформления пришел к нам из античных времен. Согласно преданиям, в Неаполе жили мистические мастера камня, которые умели заряжать туфовые булыжники позитивной энергией. Такие остроконечные камни, будто мистические зубья, ограждали жителей строения от любого негативного воздействия. В подтверждение легенды учеными на гранях камней были найдены неизвестные мистические символы. Интересно, что расположены они не хаотично, а в особом порядке, из-за чего многие ученые считают его ключом к разгадке тайны. Третий же объект на площади никакой мистической истории похвастаться не может. Ну, а если в Неаполе вы потеряетесь среди множества достопримечательностей, то вы можете подойти в инфоцентр, и вам подробно и доступно объяснят, где вы и куда вам следует направиться в поисках нужной вам локации. Например, вы могли упустить такую локацию, как монастырь Санта-Кьяра, который находится буквально в 2 метрах от площади. Про монастырь много рассказывать не буду, лучше просто покажу его внутренний дворик. Не правда ли красиво? Настоящий красочный оазис посреди брутального сурового Неаполя. Ладно, раз у нас теперь есть карта, то не будем отвлекаться и вернемся на маршрут к следующему герою нашего путешествия, от которого девушки обычно теряют голову. Мы прибыли на главную торговую артерию города – улица Толедо, где расположены все самые значимые магазины и бутики. Кстати, свое имя улица получила в честь того самого испанского короля Педро де Толедо, который и экспроприировал осмотренную нами только что церковь. Виа Толедо – одна из самых главных улиц Неаполя. Наряду с увиденными нами ранее Спакканаполи и Виа Трибунали улица простирается на 1,2 километра с севера на юг и соединяет с собой 2 площади. Планируете ли вы заняться шопингом, посетить музеи или же полюбоваться историческими церквями, на этой улице найдется все, что пожелаете. Ну а я прибыла сюда не чтобы пошопиться, а чтобы познакомить вас с очередной достопримечательностью Неаполя. Италия, Неаполь, метро. Что может быть интересного в метро? Однако в Неаполе метро – это отдельный вид эстетического удовольствия. Поэтому давайте не будем терять время и спустимся под землю, посмотрим, чем отличается метро в Неаполе. Толедо – это самая глубокая станция Неаполя и самая красивая станция Европы, по версии CNN. А еще, согласно множеству рейтингов, она стабильно входит в топ-5 самых красивых станций метро в мире. Толедо была открыта всего 10 лет тому, ее глубина составляет 50 метров. Архитектор оформил станцию в стилистике «вода и свет». Элементы декора представлены в серебряно-синей мозаике, а стильная подсветка является сердцем проекта. Помимо ламп, станция также может похвастаться и естественным освещением, которое попадает в тоннель благодаря овальным колодцам, размещенными над эскалаторами. Ну а раз мы уже тут, под землей, то предлагаю отправиться к осмотру одной интересной, но отдаленной достопримечательности, которая расположена на холме Авамера. Это замок Сант-Эльмо. Холм достаточно высокий, поэтому взбираться на него пешком было бы затруднительно. Сократить маршрут можно либо на фуникулере, либо, как мы, на метро. Ближайшая к замку станция Вавентелли.
Возвел замок в 1329 году король Роберт Анджуйский. Место выбрано не случайно, это самая высокая точка Неаполя, поэтому замок, по сути, виден с любого уголка города. Крепость имеет форму звезды с 6 крепостными валами. Множество лет в здании крепости располагалась тюрьма, где содержались главные военные и политические заключенные королевства. С 2010 года здесь размещен музей истории искусств Бруно Маладжоли. Одной из диковинок комплекса является башня с необычными часами. Это арт-объект, который отображает внутреннее время замка. По задумке автора, хаотичное движение стрелок как бы создает временной портал, напоминающий о далеком прошлом строения. Но чаще всего туристы приходят сюда не для путешествий в прошлое, а чтобы полюбоваться с его стен панорамой города, Неаполитанским заливом и великолепным вулканом Везувий. Но мы долго задерживаться в замке не станем. Обещаю, для созерцания Везувия я найду для вас местечко поинтересней. Вернувшись в центр, мы свернем с улицы Толедо в самую колоритную и атмосферную часть города – испанские кварталы. Испанский квартал Неаполя когда-то был заселен солдатами, а сейчас это необычайное место, где можно прочувствовать дух города и буквально распробовать Неаполь на вкус. А все потому, что самые атмосферные заведения Неаполя расположены именно тут. Но про них мы поговорим чуточку позже. А пока... Очень-очень-очень хочу пить. Особенно. Кофе тайм? Ну не кофе. Мы же в Италии. Здесь вы окунаетесь в совершенно иной мир, с которым связано множество легенд и туристических баек. И не дай бог вам спросить про кварталы у экскурсионного гида. Сразу польется туча историй про кровожадную Каморру, это местная разновидность мафии, и заселяющие испанские кварталы бандитов. Да и вообще, если верить молве, то неаполитанцы ведь одной рукой крестятся, а другой вытаскивают бумажники из сумки туриста. Что ж, давайте проверим, сколько же в этих историях правды. Открываем официальную статистику за 23 год и смотрим. Опа! А Неаполь оказывается аж на 10-м месте по количеству преступлений в Италии. А ну, давайте-ка еще раз. Третий по населению город в стране оказывается лишь на 10-м месте по преступлениям. А что там у нас с регионом? Может, все преступления в пригородах? Опа! И снова мимо. По данному показателю Неаполь опять же не в лидерах. Так что это получается? Нам нагло врут? По сути, да. Криминальный окрас города – это еще одна часть его туристического имиджа. Вот и не хочется гидам рушить столь интригующий образ. Нет, конечно, как и в других мегаполисах, у Неаполя есть свои неблагополучные районы, но находятся они далеко на окраинах, а потому ни один туристический маршрут вас туда и близко не заведет. Испанские кварталы, конечно, не блещут чистотой, опрятностью и изысками архитектуры, но это никак не уменьшает, а даже наоборот, приумножает их веселый, добродушный настрой и атмосферность. Вообще это типично для Неаполя. Узкие улочки, много мусора и наверху сохнущее белье. Но в этом и есть весь дух Неаполя. Застройка данной части города началась в XVI веке по указанию вице-короля Неаполя. Район предназначался для размещения испанских солдат, которые фактически выполняли полицейские и карательные функции в оккупированном городе. За что, собственно, район и получил свое название – Quartieri Spagnoli, что так и переводится – «кварталы с испанцами». Опасаясь регулярных народных восстаний, король щедро снабжал свой гарнизон денежным пособием. Ну а там, где живут богатые солдаты, всегда появляется масса не самых легальных развлечений. Питейные заведения, азартные игры, шайки малолеток и публичные дома вырастали тут словно грибы после дождя. Власти какое-то время пытались с этим бороться, но особого успеха так и не смогли достичь. Со временем солдаты, бандиты и бордели исчезли, а вот веселые заведения и узкие улочки остались. Кстати, а вы знали, что крылатая фраза «увидеть Париж и умереть»
это плагиат. Впервые Гёте произнес фразу именно про Неаполь. Неаполь бесспорно убийственно красивый город, но в те годы у этой фразы был еще и иной смысл. Обширное распространение проституции имело и обратную сторону, а потому буйствующий в Европе сифилис часто именовали как «неапольскую болезнь». Под этим углом фраза «увидеть Неаполь и умереть» воспринимается уже несколько иначе. Характерными чертами местных улиц всегда считались сохнущее на улице белье, бабушки с корзинками и вездесущее граффити. Давайте я расскажу вам о них поподробнее. Завидев на улицах веревки с бельем, я изначально подумала, что это просто такой туристический трюк. Но нет, белье самое, что ни есть настоящее. При желании можно даже померить. Все дело в том, что когда возводили дома, то и не думали о комфортных размерах апартаментов. Испанские солдаты командировались в Неаполь без семей, а потому большие квартиры им попросту не требовались. Жилой фонд района представляет из себя в основном мелкие комнатушки да застройку коммунального типа. В таких условиях сушить белье внутри квартиры просто негде. А узкие коридоры и неудобные лестницы породили забавную местную традицию – спускать с балконов корзинки, куда посыльный положит продукты из ближайшего магазина. Такая себе средневековая разновидность Uber-доставки. Ну а вот граффити тут реально очень много. Причем львиная их доля посвящена одному конкретному человеку – Диего Марадона. Его образ здесь встречается буквально на каждом шагу. Он здесь просто везде. На стенах, на вывесках, в переулках и ресторанах. А в испанских кварталах у Диего найдется целая площадь со своим алтарем, мини-рынком и огромным муралом высотой многоэтажное здание. Побывать в этом легендарном месте – обязательный чекпоинт для каждого туриста. И людей здесь очень много. Любовь неаполитанцев к Марадоне не просто высока. Она здесь приравнивается к культу и сильнее любой религии. А все начиналось так. В 1984 году Марадона уже был всемирно известным игроком. А вот клуб Наполи в то время, наоборот, переживал не лучшие времена и едва не вылетел из лиги. Но звезды сошлись, и в тот год клубу удалось взять дикий кредит для покупки легенды. Аргентинец чуть ли не в одиночку вытащил Наполи из небытия на вершину сильнейшей лиги мира. С ним клуб дважды завоевывает Кубок Италии и даже выигрывает Кубок УЕФА – самый серьезный трофей в истории Наполи. И этот успех навеки растопил сердца неаполитанцев. Ну а пока мы предавались футбольной ностальгии, я опять дотопала до новой достопримечательности. Кстати, а вы в курсе, что существует не один, а целых два Неаполя? По одному мы сейчас с вами гуляем, а вот второй находится у нас под ногами. А здесь один из входов в подземный Неаполь. И вот по сути никто в мире не знает его истинных размеров. Только в районе Стелла находится более 60 искусственных гротов и пещер с суммарным объемом около 160 тысяч кубометров, а всего их найдено уже под 1000. Самая древняя пещера, раскопанная учеными, датируется около 4500 лет тому. В общей сложности они занимают площадь около 1 миллиона квадратных метров. И ведь это только та часть, что изведана. Ученые предполагают, что под землей сокрыто еще как минимум порядка 2 миллионов квадратных метров пещер. Так откуда же этот подземный город взялся? Большая его часть сформировалась еще во времена древних греков и римлян. Поколения позже в основном расширяли и приумножали созданную цепь тоннелей. Но если римляне чаще всего строили их в качестве акведуков и подземных цистерн, то наследники уже использовали подземелья для добычи стройматериалов. В Неаполе говорят, что если вы хотите узнать, насколько велики пещеры под вашими ногами, то просто посмотрите, насколько высоки здания перед вашими глазами. Чем больше строения, тем больше вулканического туфа требовалось для его постройки, и тем глубже росла пещера под зданием. Вы, наверное, сейчас думаете, откуда тут мог появиться такой огромный слой туфа. Вряд ли один Везувий мог создать подобный пласт.
Так ведь не один же. А вы знали, что фактически весь этот регион был воздвигнут на склонах огромного супервулкана? Да-да, как правило, когда мы говорим слово «вулкан», то представляем себе высокий, торчащий из земли конус. Но так бывает не всегда. Иногда это лишь слегка заметные очертания на земной поверхности. Флегрейские поля – кальдера гигантского супервулкана на западе от Неаполя. Именно благодаря ему местный грунт настолько богат вулканическими породами. Сейчас вулкан спит, но если этот монстр проснется, мало не покажется никому. Пострадает не только Неаполь. Этот монстр способен испепелить половину Европы. Последнее мегаизвержение флегрейских полей произошло около 40 тысяч лет назад. Согласно проведенным исследованиям, выброс пепла был такой мощности, что вызвал наступление вулканической зимы, которая впоследствии привела к исчезновению неандертальцев. И, кстати, в последние 5 лет вулкан постоянно подает признаки оживления активности. Поэтому, может, вам есть смысл запланировать поездку в Неаполь? Пока все еще есть такая возможность. И на этой оптимистической ноте предлагаю немного освежиться, перевести дух и посетить еще одну интересную подземную локацию на нашем маршруте – галерею Бурбонов. Но вначале… Я все запачкалась, но это было Alla fionda, alla fionda. лимонад, экстракт лимона и сода. Я так понимаю, что изжоги у меня не будет. Дух перевели, возвращаемся к подземелью. Галерея берет свое название от короля Фербона II Бурбонского, который в 1853 году на случай восстания решил соединить королевский дворец с казармами огромным широким тоннелем. В более поздние времена тоннель стал использоваться как склад суда. Тут хранились изъятые машины, мотоциклы и другие ценности. Ценности, конечно же, разграбили, а вот старенькие фиатики остались и теперь представляют из себя крайне популярный туристический объект. Так, я думаю, я вас тут уже порядком зауклаустрофобила, а потому предлагаю выбраться наверх, чтобы подышать свежим воздухом. Ну а где лучше всего дышится в Неаполе? Конечно же, на берегу моря, где нам встретится еще один замок – Кастель-дель-Ово. Название переводится как «яичный замок» или «замок яйца». Столь странное имя можно объяснить по-разному. Народная версия основана на писаниях римского поэта Вигрилия, которого местные величали алхимиком. По слухам, где-то в недрах замка он запрятал волшебное яйцо и предрек следующее. Замок и город будут стоять до тех пор, пока цело яйцо в подземельях. После чего маг пафосно ушел в закат, оставив неаполитанцев наедине с этим пророчеством. И опасения неаполитанцев ведь можно понять. Кому только в голову пришло возвести столь огромную каменную громадину на столь маленьком хлипком островке в сейсмически нестабильной зоне? В общем, переживали жители не зря. В 1370 году произошло землетрясение, которое сильно повредило замок. А теперь вспомните про суеверность неаполитанцев. Можете представить, что здесь началось? Разруливать ситуацию в авральном порядке пришлось самой королеве, которая торжественно объявила, что положила новое яйцо на место пропавшего. Мол, теперь все окей, можете не переживать за город.
Ученые же утверждают, что никакого яйца и в помине не было, а название связано с геометрической формой замка. Но кто же этих ученых слушать-то будет? Легенды всегда интереснее. Кстати, про них. С замком связана просто туча легенд. Тут вам и сирены, и призраки, и крокодилы. Чего тут только не было. Но времени у нас с вами мало, поэтому ограничусь лишь историческим экскурсом. Основы замка были заложены здесь еще в VI веке до нашей эры прибывшими колонистами из Греции, которые и основали Неаполь, что в переводе с греческого означает «новый город». Позже тут была римская вилла, монастырь, а уже впоследствии замок. Строение, конечно, значимое, но сегодня туристу сюда вход закрыт. Очередная реставрация. Поэтому пройтись по его просторным коридорам у вас пока не получится. А потому предлагаю воспользоваться моментом и немного прогуляться по красивой и живописной набережной Неаполя. Такая прогулка подарит вам немало эмоций. Есть тут и лодочки, и пляжи, и парк, и даже фонтан легендарного Бернини. Но, чтобы оценить дух набережной в полной мере, я, пожалуй, впервые за всю поездку порекомендую вам оседлать какой-нибудь транспорт, чтобы промчаться по ее витиеватым поворотам, забраться на лучшие смотровые площадки и полюбоваться прекрасными видами на роскошный Неаполитанский залив. Ну а если транспорта у вас под рукой не найдется, то вот вам альтернативный вариант. Наш путь лежит на главную площадь Неаполя, вокруг которой обустроилось сразу несколько достопримечательностей. Пьяцца дель Плебешита – главная и самая большая площадь в городе. Название происходит от референдума, который состоялся здесь в 1860 году. А еще площадь является негласным символом города. У неаполитанцев она пользуется большой популярностью. Здесь назначают свидания, устраивают дружеские встречи, ставят театральные постановки, а иногда и вовсе проводят загадочные, но весьма веселые ритуалы. Попробуй повторить. В общем, пока я тут безобидно любовалась колоннами, меня чуть не сбили с ног вот эти две веселые неаполитанки, которые любезно согласились рассказать историю о волшебных свойствах площади. Согласно легенде, 150 лет тому здесь таким образом развлекалась королева Маргарита Савойская. Когда к ней приходили просить помилования, она завязывала заключенному глаза и предлагала так пройти от Королевского дворца через всю площадь. Если узник сумеет дойти до конца, не отклонившись, то получит помилование. Первый раз. Правда, в итоге никому так это и не удалось. Секрет в том, что ровная на первый взгляд площадь в реальности имеет небольшой уклон и уводит в сторону путников, о чем королева само собой знала. Я, наверное, не буду пробовать это повторять, но это очень интересная легенда. Поэтому любознательные туристы, прибыв сюда, спешат проверить эту легенду на правдивость. Вот и девчонки попробовали. Не удалось. Из интересного на площади также найдется конные статуи Фердинанда I и Карла III, тот самый королевский дворец, где развлекалась Маргарита, и помпезная базилика Сан-Франческо де Паула, украшенная полукруглой колоннадой. Базилика была возведена в 1836 году по велению короля Фердинанда I Бурбона. Тот часто думал о Римской империи, поэтому за основу проекта взял знаменитый пантеон. Правда, вышло чуть попроще, поменьше, да и с водоотводом накосячили, из-за чего Окулус пришлось закрыть стеклом. Внутри храм также почти точно копирует римского прародителя. Правда, скорее всего, вы туда попасть не сможете. Как и многие другие достопримечательности Неаполя, базилика в последнее время открыта бывает не так часто. Идею же белоснежной колоннады архитектор позаимствовал у Ватикана. Прогуляться по ней можно, но особо интересного там все равно ничего нет. Такой себе конференц-зал для молодежного тимбилдинга. Королевский же дворец понравится туристам, любителям музеев. Основную часть строения занимает Национальная библиотека. Остальные залы дворца – это тронный зал, зал Геркулеса и центральный зал.
Все эти помещения вместе образуют музей исторических апартаментов Палаццо Реале, где собрана прекрасная коллекция произведений искусства. Ну а если вы уже утомились от замков, дворцов и музеев, то стоит отправиться на осмотр находящейся по соседству одной из главных визитных карточек города – галереи Умберто I. Галерея Умберто – это огромный крытый торговый комплекс в Неаполе. По сути, это большой помпезный пассаж с дорогими ресторанами, магазинами и бутиками. Очень похож на аналогичный пассаж в Милане, но со своими неаполитанскими особенностями. Девушки особенно оценят богатый ассортимент местного филиала Сефора. Сколько тут всего интересненького. Но и Неаполь был бы не Неаполем, если бы у пассажа не нашлось какой-то своей легенды. Но для начала вам нужно отыскать на полу свой знак зодиака. Я его нашла. А теперь, согласно какой-то там легенде, не легенде, каким-то правилам, нужно загадать желание и повернуться 3 раза через левое плечо. Итак, я бы загадала, чтобы... Галерея – это фактически хитрый, крытый пешеходный перекресток. Поэтому в то время, когда туристы приходят сюда пошопиться да позагадывать желания, местные, в свою очередь, пользуются галереей просто, чтобы сократить маршрут. Вот и мы последуем их примеру, благодаря чему выскочим напрямую к последнему на сегодня замку. Замок Кастельново – одна из первых достопримечательностей, которая встречает туристов, прибывающих на пароме в порт Неаполя. Гордо возвышаясь на горизонте, Кастельново является главной отличительной чертой города. Эта крепость на берегу моря была построена в 1282 году и привлекает внимание 5 круглыми зубчатыми башнями и великолепной триумфальной аркой, которую к замку пристроили чуть позднее. И это заметно. Арка по праву считается одним из ярчайших образцов архитектуры эпохи Возрождения с добавлением вкраплений древнеримских художественных традиций. Она была возведена в честь коронации Альфонса I в Неаполе и состоит из 5 совмещенных ярусов. Кастельнуово переводится как «новый замок». Еще его часто называют «Анжуйским мальчиком» в честь Карла I Анжуйского. Именно он отдал приказ возвести в 1279 году в Неаполе новый замок, чтобы перенести сюда столицу королевства. Внутри за триумфальной аркой располагается просторный двор, с которого можно попасть в зал баронов, где проводились собрания городского совета. Еще здесь есть музей, но после всего того, что мы сегодня увидели, не думаю, что он произведет на вас большое впечатление. Да и вообще, я что-то уже забегалась. Нужно перевести дух и выбрать какое-нибудь вкусненькое место, где можно пополнить растраченные за прогулку калории. Проблема лишь в том, что крутых заведений в Неаполе так много, что можно спокойно снимать отдельный гастротур по городу. Экранного времени на все не хватит, но парочку я вам точно покажу. Первое заведение, про которое я хочу рассказать, это Траттория Данинелла, которое мы пробегали, исследуя испанские кварталы. Если вы хотите попробовать настоящую неаполитанскую кухню и почувствовать веселый, экспрессивный неаполитанский колорит, вам точно сюда. Концепция заведения проста до неприличия. Горячий южноитальянский подход к клиенту. Вкуснющая традиционная еда и веселое настроение. И вот по сути все. Ничего большего в этом заведении не найдете. Никаких вам богато украшенных залов, ни дорогой посуды, ни изысканной подачи. Ничего. Внутри вас будут встречать хитро подмигивающие официанты, тесные столики, покрытые клеенкой и одноразовые пластиковые стаканчики. Нет, ну я серьезно, обычный дешевый пластиковый стакан. И знаете что? Это нисколечки не мешает Траттории быть одним из самых желанных заведений в городе. Снаружи еще за полчаса до открытия собирается огромная толпа местных, и все они хотят не столько перекусить, сколько погрузиться в безумную веселую атмосферу праздника, царящего в этом заведении. Здесь вам и споют, и потанцуют, и поносят на руках. Горячий итальянский темперамент так и рвется из этих веселых официантов. Обслуживание, конечно, выше всяких похвал.
Вот даже бананы для любимых гостей готовы собственноручно почистить. Причем, если вы спешите и не готовы ждать столика, можете просто заказать на кассе что-то из уже готовых блюд. Стоит это сущие копейки, обслужат быстро и перекусить вы можете уже на улице. Эх, какая же там вкуснющая еда! Вроде бы самые примитивные сельские блюда, но насколько это вкусно! Пальчики оближете. Начнем разбор деликатесов. Макароны с картошкой. Дома такое не повторяется. В общем, все блюда крайне примитивные, выглядят, мягко говоря, стрёмненько, но при этом очень-очень вкусные. А потому и заведение, и его кухню однозначно рекомендую к посещению. Ну и, само собой, находясь в Неаполе, никак нельзя не попробовать неаполитанскую пиццу. Кстати, а вы знали, что пиццу изобрели именно в Неаполе? Причем намного раньше, чем вы могли бы себе подумать. Летом 2023 года интернет облетело новое научное открытие. На непрекращающихся раскопках Помпеи была найдена прекрасно сохранившаяся фреска с изображением, наверное, самой первой пиццы в мире. Конечно, я могла бы позанудничать и уточнить, что технически это скорее не пицца, а фокаччо с овощами, но не буду. Ой, а про пиццу Маргариту слышали? Ее тоже придумали в Неаполе. В конце 19 века пицца была пищей бедняков, знать ее не употребляла. Тогда в Неаполе придумали хитрый план. Когда в город прибыл король Умберто I со своей женой Маргаритой, повар приготовил особую пиццу в цветах итальянского флага и назвал ее в честь королевы – Маргаритой. Королева, конечно же, была польщена и оценила блюдо. Так и началась всемирная экспансия пиццы. Но что-то я отвлеклась. Чтобы отведать знаменитую неаполитанскую пиццу, мы с вами отправимся не в какую-нибудь уличную забегаловку, а в самую лучшую пиццерию в мире – L'Antica Pizzeria de Michele. И вот еще на подходах к этому известному заведению вас будет ждать ощущение дежавю. Опять невзрачный фасад, опять длиннющая очередь на улице и никакого раннего бронирования столиков. Все в порядке живой очереди. И даже если вы прибыли не в сезон, в метель или дождь толпа никуда не денется. Отстоять небольшую очередь все равно придется. Итальянцы говорят, что если ты не пробовала пиццу до Микеля, ты вообще не ел в своей жизни пиццу. Авторитет у этого заведения таков, что заставляет поутихнуть всех любителей поспорить, где же самая вкусная пицца. Внутри, как и в траттории, дико примитивно. Простенькие столики, примитивное оформление, фотографии на стенах, пару залов и огромная каменная печь. И она действительно привлекает внимание. Изюминка заведения в том, что вся магия происходит на ваших глазах. При вас раскатывают тесто, формируют начинку и укладывают заготовки в дровяную печь. Никаких тебе блюд или подносов. Вот так по старинному обычаю просто кидают тесто на обжигающий горячий камень. Ну а когда пицца готова, ее с пыла с жара прямо из печи подают клиенту. Ну да ладно, бог с тем спартанским дизайном помещения и пластиковыми стаканчиками. Давайте заглянем в меню, мы же как-никак в мишленовском ресторане. И тут у вас опять отпадет челюсть. 2 вида пиццы – маргарита и маринара. Парочку газировок и 1 вид пива. Все. Никакой тебе высокой кухни, никакого роскошного ассортимента, никаких диковинных ингредиентов. Все очень просто и супер дешево. Теперь давайте еще раз. Самая популярная пиццерия в мире. Толпы народа. Бери и ставь любую цену, какую только захочешь. Хоть по 1000 евро за штуку продавай, все равно разберут. Но ведь нет. Цена, как и 100 лет, копеечная, и никто ее не накручивает. Так, давайте разбираться, что это за неаполитанская магия такая.
Микеле открыл свою первую пиццерию в 1906 году. В 1930 году заведение переехало в это помещение, и после этого время здесь фактически застыло. Ни интерьер, ни меню, ни рецептура не претерпели никаких изменений. С момента основания уже 5 поколений мастеров пиццерий продолжают дело основателя, уважая его рецепты и традиции. Секрет успеха заключается в консерватизме и божественном вкусе пиццы, который достигается благодаря использованию древнего семейного рецепта закваски теста. Еще благодаря Голливуду. В 2009 году в пиццерию прибыла съемочная команда фильма «Ешь, молись и люби». Я влюбилась. У меня серьезный роман с моей пиццей. И после выхода фильма в прокат, благодаря обворожительной Джулии Робертс, популярность и без того легендарной пиццерии улетела просто в небеса. Каких здесь только звезд не было. Места на стенах для фото не хватит. Даже сам Марадона обожал сюда захаживать. Не лезет. Что значит не лезет? Это пицца Маргарита в Неаполе. Твой моральный долг съесть ее с аппетитом. Но, каким бы отличным ни было заведение, это все же не то место, в котором бы хотелось закончить наше путешествие. Да, атмосферненько, но красивого вида все же не хватает. К вечеру мы возвращаемся назад на площадь Гарибальди. Не будем нарушать традицию. Встретим закат и ужин в ресторане с панорамным видом. Здесь, на крыше отеля Una Hotels, разместился современный престижный ресторан Vesuvia Roof Bar and Restaurant. Прощайте пластиковые стаканчики, мне будет вас не хватать. С просторной террасы ресторана можно понаблюдать за бурлящей шумной жизнью города, полюбоваться прекрасным Везувием и насладиться ужином в классической спокойной атмосфере. На этой мажорной трапезе мне удалось отведать классическое капризе, вкусненькое итальянское винишко и микс из свежайших морепродуктов. А что, мы же на побережье, грешно не побаловать себя рыбкой. А то все пицца да пицца. Посмотрите, какая вкусненькая рыбонька. Да и осьминожек тоже не подкачал. Давно хотела попробовать неаполитанские тентакли. Кстати, обратите внимание на гриль-меню. Шеф готовит все блюда на огне прямо здесь, при вас, на крыше. Можно подойти и проконтролировать, а то мало ли, накосячит еще. Ну и главное блюдо вечера. Барабанная дробь. Та-дам! Вермишель с картошкой. Да-да, это то самое блюдо, которое мы радостно уплетали в переулке испанских кварталов из одноразовых судочков. Внутри все то же самое, только в этот раз с элегантной аристократической подачей. Блюдо называется «Ренаполи». Раньше это была смесь всего того, что бедный неаполитанец мог найти в холодильнике. Сейчас же одно из культовых блюд города. И вот, по сути, такой весь Неаполь. Простой, красочный и очень атмосферный. Рекомендую и вам обязательно сюда приехать, чтобы самим прочувствовать его веселый, горячий и немного экспрессивный колорит. Ну а так как мы вернулись на площадь, с которой и начинали путешествие, то это означает, что наша прогулка по Неаполю подошла к концу. Маршрут я вам показала, с городом познакомила, а значит, мы могли бы уже прощаться, если бы не легендарные слова классика. Заберите Везувий от Неаполя, и зачарованный голос сирен потеряет для вас свои самые сладкие гармонии. Везувий – это сердце, это душа, это сумма всего великолепия залива. Ренато Фучини. Нельзя посетить этот город и хорошенько не полюбоваться главной его жемчужиной. Да, мы вроде бы забрались на крышу в ресторан с названием Везувий. Да, мы много раз любовались им, пока прогуливались по набережной. Но вы никогда не сможете прочувствовать вулкан по-настоящему, находясь от него на таком удалении. Поэтому сегодня нас ждет бонусная 11-я локация. И, кстати, электричка, которая довезет вас до подножья вулкана, отправляется как раз с той площади, на которой мы сейчас и находимся.
Пойдемте. Если вы решили самостоятельно добраться до Везувия, то самая удобная отправная точка для вас будет ЖД-станция города Греко. Не менее популярными также являются варианты ЖД-станций Помпей и Эрколано-Скави. 6 евро в копилку поездки, и любая электричка в направлении Соренто быстро доставит вас до границы национального парка Везувий. От любой из названных станций дальше вам понадобится раздобыть автобус или такси, чтобы подняться к началу пешеходной тропы. Если вы прибыли на остановку Эрколано-Скави, то можете сразу там пересесть на специальный автобус Везувий Экспресс, который доставляет туристов к вершине. Еще 10 евро, и вы готовы начать ваше пешее путешествие. Вы же не забыли заранее купить входной билет на официальном сайте? День в день их выхватить тот еще квест. Ну вот, теперь мы готовы, можем отправляться покорять вершину. Можем, но не будем. Уж слишком ванильными и неатмосферными получаются подъемы в компании скучных гидов и толп туристов. Не мое. Поэтому в этот раз я решила немножечко нарушить правила. Ну а чтобы все получилось, мне понадобился проводник. И я его нашла примерно так. Смотрю я как-то одно ни разу не популярное тревел-шоу, и тут бац! По-моему, красавчик. Спасибо, приятно. А, вы говорите по-русски? Ну, еще не забыл пока что. И тут я понимаю, что, похоже, гид найден. Знакомьтесь, это тот самый Дима, про которого я вам обещала рассказать в начале видео. Дима – это такой супергерой неаполитанского туристического бизнеса. Он организовывает не просто экскурсии по Неаполю, он дарит крутые эмоциональные путешествия. Блин, да что я тут распинаюсь? Пусть лучше сам за себя скажет. Потому что я как, знаете, такой шпион, да, тайный, ваш тайный агент в Неаполе. То есть я во все дыры везде пролезу и там засниму, расскажу. И увидеть Италию с другой стороны, вот не с туристической, а с настоящей. Это еще более интересно, еще более колоритно, вкусно и захватывающе. В общем, если вам нужен лучший гид по Италии, то это он. Ссылку на его контакты я оставлю в описании. И, кстати, это не реклама и не бартер. Просто искренний отзыв о прекрасном путешествии. На закате, оседлав железных коней, мы домчали до тайной тропы, откуда и начался наш эпичный подъем. В отличие от классического туристического маршрута, этот оказался намного атмосфернее. Время от времени попадаются разбитые мостики и завалившиеся ограждения, из-за чего подъем становится еще интереснее. Сама дорога не очень трудная, но вот вулканический грунт хорошенько выматывает. Зыбкий вулканический песок постоянно норовит сбежать из-под ног, а потому рекомендую обувать на подъем исключительно практичную обувь. В противном случае вулкан вас просто очень быстро вымотает. Сели батарейки. Как ваше ощущение от поднятия? Вы хотели этого? Лицо очень счастливое. Кто вас заставил? За что вас наказали? Нет, я получаю удовольствие только медленно. Вы думаете, я тут одна спортивная такая? Как бы не так. Классненько, да? Очень. А ты, наверное, в спортзал не заглядываешь? Нет. Не было. Ну а если серьезно, не все так страшно. На нас, дохликов, не ориентируйтесь. Если держите себя в форме, то прогулка не доставит хлопот. Я-то целый день гоняла по городу, поэтому имею полное право на законную паузу. А пока я тут перевожу дух, давайте все же разберемся, куда именно мы поднимаемся. Везувий – это самый известный вулкан в мире и единственный действующий в континентальной Европе. Его высота составляет 1281 метр. Горная система – Апеннины. И вот если Флегрейские поля, которые мы ранее обсудили, спящий вулкан, то Везувий – действующий. Этот монстр готов извергнуться в любой момент, и когда это произойдет, то неаполитанцам придется несладко. Самое известное его извержение произошло 24 августа 1979 года.
Тогда за считанные часы были стерты с лица земли города Помпеи, Аплонтис и Геркуланум. Извержение происходило в несколько этапов. На первом этапе мощные землетрясения содрогнули землю. Крыши зданий обрушились, и многие жители остались заперты под обломками собственных домов. Вторым этапом Везувий извергнул в небо столб черного пепла. Около 3 кубических километров раскаленных горных пород и газов взмыли в небеса. Столб дыма имел такие размеры, что его было бы видно даже из космоса. Пепел поднимался на высоту более 30 километров. Третий этап был последний, что увидели жители обреченных городов. Давление извержения снизилось, и вся взлетевшая в небеса масса обрушилась на головы ничего не подозревающих людей. Пирокластические потоки, разогретые до 700 градусов со скоростью около 500 км в час, пронеслись по склонам навсегда, погребя под собой города и их жителей. И вот в гости к этой лапочке мы с вами сейчас и поднимаемся. Последний этап подъема самый сложный. Но лишь благодаря нему, взобравшись на пик, ты понимаешь, что вся затея того стоила. С верхушки открывается прекрасный вид на десятки километров в любом направлении. Пройтись по гребню, разглядывая с высоты Помпей и залитый золотистым светом прекрасный Неаполитанский залив. Это что-то особенное. Встретить закат на Везувии – это поистине потрясающее ощущение. Как будто постучал на небеса. Стоишь наверху и чувствуешь прожженный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. Красивое место. Правда, долго в этом постоять вряд ли сможете. После захода солнца на вершине становится не слишком комфортно. Холодный ветер так и порывается свалить вас с ног и швырнуть навстречу кратеру. Поэтому не будем испытывать судьбу и спустимся туда сами. Ну, конечно же, не в самый низ, а на небольшую каменную площадку, чтобы развалиться там на теплых вулканических камушках. О да, вы же помните, что Везувий действующий вулкан? Теплый пол работает отменно. Грунт прогревается до градусов этак 40-50. Ну а если забраться в какую-нибудь щель поглубже, то там температура становится еще выше. Когда влага попадает из атмосферы внутрь кратера, то она постепенно разогревается там и затем горячим паром сквозь трещины вырывается наружу. По сути, вулкан – это такая огромная пароварка, а раз так, то в ней можно что-нибудь приготовить. Нет, ну я серьезно. Дима, кстати, в прошлом еще и шеф-повар, поэтому уже имеет опыт приготовления блюд на данном вулкане. Ну а мы с вами уже поужинали, поэтому на сегодня обойдемся чаечком. Рецепт чая. По-везувиански. Вам понадобится 1 Везувий, пакетик чая или 2. И все. Бутылочка с водой, также местный сарантинский лимончик, долька лимона там уже. Вот. И все, в принципе, 20 минут и чай готов. Все очень просто. Нам понадобится чисто 5 минут, чтобы он заварился. И все, мы наслаждаемся горячим чаем и прекрасным видом. Ложим обратно. И все. И закрываем, чтобы не терять температуру, которая доходит до 70 градусов по Цельсию. Нет, ну, само собой, мы взяли на вулкан и кое-что покрепче, но такой трюк сможет проделать каждый.
А вот отведать горячего чая, заваренного в самом вулкане, это, знаете ли, мега круто. Так, чай готовый у нас. Спустя сколько там времени? Мы время не считали. Ай, как пахнет. но руки обжигает. Руки обжигает. А! И сердце обжигает. Все, пожалуйста. Чаечек готовый, вот он. Есть. А я из бутылочки буду. Ну вот теперь Я вы короче, точно видели все. А мне, похоже, пора подводить итоги путешествия. Сейчас. Одно, что я скажу точно, что в Неаполь не стоит приезжать в августе месяце. Город однозначно превзошел все мои ожидания. Насмотревшись скучных обзоров на Ютубе, я ожидала увидеть серый, грязный и крайне скучный мегаполис. Но он оказался совершенно иным, ярким, интересным, веселым и немного мистическим. Да, Неаполь не сможет побороться за звание самого чистого и опрятного городка на планете, но он с лихвой компенсирует это своей эмоциональностью, колоритом и добродушием. И да, август действительно не самый лучший месяц для посещения города. Мы же сейчас на юге Италии. Погода здесь прекрасная круглый год. Ну а так как пляжи не относятся к сильной стороне Неаполя, то я бы порекомендовала вам отправиться сюда осенью, а лето лучше выделить для осмотра ближайших островов. А на тот случай, если неаполитанская осень покажется вам холодной, не забывайте, что вы всегда сможете согреться в теплом и уютном кратере Везувия. Пока! Завтра план такой. Мы отсюда просыпаемся и идем на Помпей. Сюда, правда. Да, сзаду они нам сразу. Я никуда не пойду, я буду спать здесь. Все. Я буду здесь. Я уже. Ну так я и ночевал, поэтому ночевал на полнолуние. Потому что ночью панораму видно. Охренеть. Из-за луны. Я ночевал год назад, знаешь, что было? Полнолуние, и в эту же ночь было Хэллоуин. И я проснулся. Ну так я и ночевал, поэтому